Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, практикующий психоаналитик, с новым микрофоном. Спасибо вам огромное, микрофон приобретен, вот он уже у меня работает, и через пару недель я приобрету новые фоны для съемки. Итак, вернемся к нашему психоаналитическому мышлению. На сегодняшнем уроке я хотела бы с вами вместе разобрать, как мышление неудачника отличается от мышления реализованного человека. Во-первых, мне бы хотелось донести мысль о том, что человеку невыносимо жить в себе реально. И многие люди думают, что они приобретут что-то извне, и у них отношение к себе изменится. Многим людям фантазийный образ себя гораздо милее, чем то, чем они являются на самом деле. Ложное «я» – это как раз фантазийный образ. Это мои мечтания, мои воображаемые качества, которыми я себя наделяю. Реальный «я» – это реальные аспекты личности, которые есть. Неоднократно на сессиях я вижу, как человек не мил себе, начиная от тела и заканчивая событийностью в жизни. Все, что есть у человека, его тело, его мышление, его эмоции обесценено, оно не такое, как надо. А такое, как надо, есть где-то в воображении, и человеку очень хочется отождествить себя с этим образом, бросив себя реального, как ненужного ребенка. И многие люди, которые сетуют на своих родителей, не замечают, что они относятся к себе абсолютно таким же образом. Как к нелюбимому, как к нежеланному, как к тому, чьи аспекты личности я не могу, безусловно, принять. Итак, я посмею утверждать, что все неудачники – это те люди, у которых не получается реализовать себя в личной жизни, не получается достигнуть чего-то в творческом самовыражении, не получается зарабатывать денег, мыслят одинаковым образом. Они очень предвзято и обесценивающе относятся к самим себе. Как я говорила в предыдущих видео, это обесценивание себя всегда будет отражаться на отношении человека к другим и к миру в целом. Человек обесценивает мир, обесценивает других. Его зрение как будто испорченное, он видит только недостатки, только плохое. То хорошее, что есть, это слишком маленькое по сравнению с тем, как должно быть. Это идеальный мир, который никоим образом не совпадает с реальностью. Идеальный «я», который не совпадает с реальным. Такие люди, которые не могут ужиться в себе, всегда фантазируют о себе лучше. Вот на этом рисунке я художник не очень, как смогла, нарисовала маленького реального человека и фантазийное представление о том, каким он должен быть. Его идеалистическое представление. Очень многие люди думают, что надо сидеть и, напрягаясь ментально, хотеть чего-то большего. Я хочу быть известным психоаналитиком, я хочу быть известным психоаналитиком, я так хочу быть известным психоаналитиком, я хочу мужчину, я так хочу мужчину, я хочу вот такого мужчину, нет, вот такого мужчину, нет, лучше вот такого вот мужчину, который сразу мне предложит выйти замуж, а еще я хочу бизнес, я там буду зарабатывать сразу 10 тысяч долларов, у меня так 10 тысяч долларов, и думаю, куда я их потрачу. Вот на это все у человека уходит вся его энергия. То есть человек грезит о себе фантазийном, у которого уже все желаемое есть, и реальный себе он не нужен и отвратителен. Очень многие люди к себе реальному испытывают презрение, когда они обнаруживают у себя, например, злость или же глупость, они говорят, не, это мне показалось. Я не глупый, я на самом деле умный. Нет, мне не надо повышать свой интеллект, развивать свое мышление. Нет, я достаточно умный, вот у меня есть компания, меня там считают умным, и это показатель моей умности. Человек, который принимает себя реального, исходит всегда из своего «могу». Например, я, Ольга Демчук, могу снять
2 видеоролика в неделю и одно промо раз в месяц. Могу ли я снять 5 роликов? Несомненно, могу. Но снятие 5 роликов будет уже насилием надо мной, потому что ролики занимают у меня достаточно много времени, придумать сюжет, выглядеть соответствующим образом, подготовить материал. И для этого у меня выделен один день в неделю, пятница. Конечно, я могу снять 5 роликов, но это будет быстрее, быстрее, быстрее. Мне придется отменить часть клиентов, то есть я уже буду не совсем практикующим психоаналитиком. Мне надо будет принудить себя снять их ровно 5, и я потихоньку начну ненавидеть сначала взятое мной обязательство, а потом и самую себя. Когда я начинала снимать видеоролики, я снимала иногда 1 раз в неделю, 1 раз в 2 недели, и эти ролики были 10-минутные. Я начинала с малого. Итак, я как пример, мои видеоролики как пример того, что я реально могу сделать. Не фантазировать о том, сколько я могу сделать, а реально, не издеваясь над собой, не применяя насилие к себе, не жертвуя собой. 2 ролика – это мой предел, я его выбрала, и я держу этот темп. Потому что если бы я решила снять 5 роликов, то 5 роликов я сняла бы 2, ну максимум 3 недели, а потом бы возненавидела это и сказала: нет, я не хочу снимать ролики, и придумала бы благовидный предлог, почему нет. Эти люди меня не ценят на YouTube-канале или ценят недостаточно еще для них ролики снимать. Я бы обязательно придумала легенду, в которой я была бы замечательная, а вы бы были плохими. И все потому, что я взяла обязательства невыполнимые и невыносимые для меня. Это Ольга Демчук маленькая, а это та, которая мечтает снять 5 роликов. А вот это та, которая мечтает снять 20 роликов в неделю. Будете ли вы смотреть 20 роликов? Меня не волнует. Я питаю свое величие. 20 роликов, 25 роликов. Завалим весь интернет роликами. И, конечно, такое количество, оно не найдет отклик, и вы устанете от меня. Да я и сама от себя устану. Но когда я мечтаю о себе, снимающей 25 роликов, я кажусь себе грандиозной. А та, которая может снять только 2 ролика, кажется ничтожной, какой-то совсем не всемогущей, каким-то неидеальным психоаналитиком. Немного пошутили, сейчас вернемся к серьезному. Человек, который опирается на собственное «могу», не пытаясь приукрасить свои способности и возможности, честно говорит: я могу снимать в начале 3-минутный ролик, для меня даже это много. Или же: мне вообще ролики не нужны, я хочу реализовываться в другом. И поэтому в этом могу очень важно понимать, какие реалистические возможности, способности. И если вам чего-то хочется из того, что вы не можете, потому что у вас нет навыков, тогда мы ищем того, кто может нас этим навыкам научить. Мы идем в ученики. У человека, который опирается не на «могу», а на «хочу», я хочу вот столько, он не думает о себе реальном, он не думает о том, как это будет на самом деле. Он не может спланировать реальные шаги. И если человек, который опирается на «могу» и на себя, на того, каким он есть сейчас, он понимает собственные ресурсы, временные, материальные, и в какой-то момент он снимал 1 3-минутный ролик, и он понял, что он может снимать 1 10-минутный ролик. Он поднялся на ступень повыше и подрос сам, стал больше в своих навыках. У него появилось больше опций. Через некоторое время этот человек понял, что может снимать 2 10-минутных ролика. Его возможности выросли, и он сам вырос. И так как он постепенно шел по этим ступеням, он, уже не напрягаясь, увеличивает количество роликов, которые он может снимать.
То есть он первоначально реалистично оценил собственные силы, он себя не возненавидел, такого, который может снимать только один трехминутный ролик. Он принял себя такого, он говорит, да, я такой есть, и в этом нету ни плохого, ни хорошего. Я индивидуальность, у меня был свой индивидуальный путь, своя судьба, и я могу вот так. Он относится к себе как к любимому ребенку, а не пытается его сравнивать с сыном маминой подруги или же с каким-то идеалом, который он где-то там увидел. Итак, наш человек подрос, и на каждой ступени он ощущает собственную состоятельность. То есть он видит, как его возможности растут, у него появляется больше уважения к себе, больше собственной ценности и все больше результатов именно удачной активности. Он развивается, он наращивает свои возможности, и, соответственно, его потенциал может быть больше выражен вовне. Что же у нас происходит с человеком, который ненавидит себя? Из-за того, что он ненавидит себя, он начинает вкладывать все силы в «я идеальное», в «я фантазийное». Оно начинает раздуваться, и человек в сравнении с ним становится маленьким. И если в первом случае сердце, душа находится у самого человека, он растет и несет ее в себе, то в этом случае его сердце принадлежит вот этому идеалу. Когда человек восхищается, преклоняется перед другими, его сердце тоже принадлежит идеалу, с которым он себя отождествляет, то есть себе воображает. И человек ощущает себя неудачником, потому что он поставил себе такую цель, недостижимую для себя, что достигнуть он ее, учитывая его реалистические способности и возможности на данный момент, не сможет. То есть я постоянно ощущаю себя неудачником, потому что я требую от себя как будто не от себя, а как будто от какого-то сверхчеловека. В первом случае, когда человек идет по ступеням, он может откорректировать в ходе своего движения, есть такая фраза «я и есть путь», в ходе своего движения собственные цели. Он здесь гибок. Он сделал этот шаг, он попробовал это и говорит, мне надо немного подкорректировать цель. Этот же человек подкорректировать цель не может. У него есть идеал, и он должен быть срочно им. Он не понимает, что иногда этот идеал настолько фантазийный, что он абсолютно несовместим с жизнью. Например, когда девушка достаточно жесткая, контролирующая, которая хочет быть главной и диктовать другим условиям, пытается найти сильного и состоятельного мужчину, то это будет редкость, потому что мужчине, чтобы зарабатывать деньги, надо самому быть сильным. И у них происходят постоянные конфликты. И эта девушка говорит, вот эти вот мягкотелые мне не подходят, дайте мне сильного. Но сильному или она не нужна, или же она сама с ним постоянно конфликтует. И ее мечта о сильном мужчине остается мечтой недостижимой при ее существующей конфигурации личности. То же самое, когда человек хочет быть, например, как Ольга Демчук и снимать 2 ролика, может, это вообще не ваше. Может быть, ваш потенциал и талант абсолютно в другом. Но вы придумали, что вы должны это делать, это вам не подходит, вы испытываете неполноценность из-за того, что вы это не можете, и вы по сравнению с идеалистическим собой уменьшаетесь, а ваше идеалистическое «я» начинает нависать над вами все больше и больше, а вы все меньше и меньше. И тогда вы ощущаете себя неудачником, вы обесцениваете то, что у вас нет ценности собственных ресурсов, собственного ума. Это все не такое, как надо. И вы вместо развития получаете иллюзию развития. Вы витаете в облаках и пытаетесь убедить себя, что вы такой и есть на самом деле. Поэтому первое, что надо сделать, это понять, какой ты, реалистично. Если не получается самому, найти специалиста. Можете смотреть мои ролики. Там очень много про себя реального, если у вас хватит смелости признаться в себе в том, что вы такой есть. Все ролики, которые я снимаю про общие процессы в психике, все ролики, которые я сняла в какой-то мере про себя. Про тот путь, который я прошла, как у меня это получилось. И я делюсь с вами только практическим, только испытанным на себе.
Ничего теоретического во всех моих роликах нет. Итак, быть удачливым и реализованным человеком или быть неудачником решать вам. И напомню, что самое главное – это ваше отношение к себе реальному. Если вы себя не примете, не признаете, то вы будете наполнены болью, мир будет вас разочаровывать и расти не получится. Если вам было интересно это видео из курса «Уроки психоаналитического мышления», ставьте лайк. Задавайте вопросы в комментариях, что бы вы хотели еще на уроках психоаналитического мышления узнать. И 21 ноября я приглашаю вас на очень важный для меня вебинар «Истинное и ложное я». Там я соберу концентрацию тех знаний, которые я в ходе практики обнаружила. И на нем мы тоже будем изучать вот это вот идеалистическое ложное и вот это реалистическое, единственное, что может на самом деле расти и развиваться. Потому что можно застрять в этом идеальном мире, в этом идеальном себе и ничего кроме боли не испытывать. На вебинаре я про это скажу подробнее. Ссылка на вебинар под моим видео. А я желаю вам принятия и веры в себя. До встречи!